Итак, друзья, мы с вами на базовом уровне продолжаем знакомиться с матрицей судьбы. И в сегодняшнем уроке мы поговорим с вами об октограмме и ее построении. Я напоминаю, что матрица судьбы состоит из 4 элементов. Октограмма, предназначение, карта здоровья и энергия года. И мы с вами начинаем изучать большую тему октограммы. Некоторые называют это кругом, некоторые говорят колесо, я называю это октограммой. И октограмма начинается с построения квадратов. Она называется так, потому что чертеж вот этой формы состоит из 2 квадратов, которые друг на друга накладываются и в итоге образуют восьмиконечную звезду, которая и называется октограмма. Есть, например, пентаграмма, вы слышали это 100%, а есть октограмма, у которой 8 углов. В октограмме матрицы мы с вами имеем несколько фундаментальных базовых линий. Это горизонтальная, которая называется линия Земли, вертикальная, которая называется линия неба, а также диагональные 2 линии, одна линия мужского рода, синяя, и линия женского рода, красная на этих картинках. Также при дальнейшем построении октограммы матрицы в нижнем правом углу октограммы выделяется дополнительная линия – линия благополучия. Сама форма октограммы строится по квадратам и линиям, а после добавляются точки энергии. И затем вся эта схемка обрисовывается внешним кружочком. Так делают не все. Построение октограммы начинается с даты рождения. Дата заполняется по углам личного квадрата, тот, который как ромбик. Помним, что максимальное число, которое может быть у нас в матрице, это 22. Давайте разберемся на примере даты рождения 25 августа 1983 года. И сразу вспоминаем, что максимум это 22. Дата 25 число. 25, соответственно, складывается по цифрам. 2 плюс 5 это семерка. 8 август остается восьмеркой, и 1983 год складывается и получается число 21. День и год рождения попадают у нас на линию Земли, та, которая горизонтальная. И на линии неба сверху пишется месяц рождения, то есть по часовой стрелке – день, месяц, год. И для того, чтобы найти основу всей октограммы, это первые 5 точек, базовые точки так называемые, нам нужно высчитать еще 2. Каким образом это делается? Для нахождения всех базовых точек мы должны заполнить, соответственно, все углы личного квадрата и найти центр октограммы матрицы. Мы всегда только складываем числа. Найдем еще 2 главные точки, складывая все предыдущие, потому что мы всегда что-то здесь складываем. И не забываем про максимум 22. Сначала находим нижнюю точку октограммы. 7 плюс 8 плюс 21, то есть день плюс месяц плюс год. И у нас получается число 36. 36 это больше, чем 22, соответственно 3 плюс 6 равно 9. И нам нужно найти последнюю базовую точку, центральная точка в октограмме матрицы. Все то же самое складываем все уже 4 известные точки. И у нас получается 45. 45 это 9. И вот мы с вами нашли все базовые точки. И далее по определенному алгоритму мы будем вычислять все остальные. На самом деле, даже уже только по этим 5 точкам можно многое узнать о себе или о каком-то другом человеке, и их значение мы разберем с вами позже. А для начала давайте построим полностью октограмму. Разбирать мы это будем на нескольких примерах. Почему так? Потому что на самом деле существует несколько вариантов построения матрицы судьбы и несколько разных видов октограммы, то есть того самого кружочка. Один из них мы разберем по методике Натальи Ладини, а другие методы уже выработаны и проверены на практике ее последователями. Ту форму, которую вы видите перед собой, я образно называю шаблонами. Так вот, шаблоны октограммы могут немножко отличаться по точкам, а также они могут отличаться методом подсчета отдельных точек внутри. Какому же шаблону следовать?
Я на самом деле рекомендую вам составлять свою матрицу по всем этим шаблонам, а затем, когда вы будете углубляться уже в эту тему, там уже чувствуйте, что на вас больше похоже. Почему так? Потому что истину о себе знаете только вы. Матрица судьбы– это инструмент самопознания, это инструмент, который, как и прочие другие инструменты эзотерические, пытается нам помочь разобраться, кто же мы такие, из чего мы состоим, углубиться в нашу структуру личности. И это лишь средство, как и все прочие какие-то эзотерические инструменты. А истину о себе знаете только вы. И далее мы с вами рассмотрим два варианта построения октограммы. Мы построим с вами октограмму так, как считает ее Наталья Ладини, автор метода матрицы судьбы. И для объективности возьмем еще один шаблон, по которому многие считают свою матрицу. Итак, перед вами два шаблона матрицы. Слева шаблон Натальи Ладини, справа другой популярный шаблон. В чем разница? Шаблон Натальи Ладини включает в себя две центральные энергии. И энергии родовых линий считаются от второго центра, тот, который фиолетовый, а энергии личного квадрата считаются от оранжевого центра. В другом шаблоне все точки, кроме верхушек квадрата рода, считаются от центра. Далее мы с вами рассчитаем октограмму матрицы и один, и второй вариант. Делать это мы будем по одной и той же дате, для того, чтобы наглядно было видно, в чем разница по энергиям. Для примера расчета возьмем дату 1 февраля 1969 года. И день мы записываем в левый угол по личному квадрату. Первое число – это единичка, и ее мы так и записываем. Месяц, двоечку, мы записываем в точку месяца. Следующая точка – это год. 1969 год, априори больше, чем 22. Соответственно, мы складываем это по числам, и получается у нас семерка. Записываем ее в точку года. Далее у нас кармический хвост, нижняя точка в октограмме по личному квадрату. И здесь мы складываем все предыдущие уже известные числа, то есть 1 плюс 2 плюс 7 равно 10. 10 мы записываем в точку хвоста. Следующее число, которое мы находим, это наш первый центр по личному квадрату. Соответственно, чтобы его найти, нам нужно сложить все верхушки по личному квадрату, то есть все уже известные числа. 1 плюс 2 плюс 7 плюс 10 получается 20. Записываем двадцатку в первый центр. Далее мы будем вычислять энергии по квадрату рода. Как это делается? Для того, чтобы найти вот эти первые точки по квадрату рода, верхушечки, нам нужно сложить соседние оранжевые точки. И у нас получится значение в фиолетовой точке. То есть мы складываем 1 плюс 2 крайние точки, и получается 3. Следующая точка, я их образно пометила R1, R2, R3, R4, как точки родового квадрата. Вторая точка – это R2. И здесь мы складываем, опять же, соседние точки 2 и 7. И получается 9. R3. Складываем год и хвост. Получается 7 плюс 10, 17. Следующая точка – это хвост плюс день. 10 плюс 1 получается 11. Если бы где-то у нас получилось число более 22, нужно было бы сложить его по цифрам. Теперь нам известны все верхушки, которые в фиолетовых кружочках, то есть по родовому квадрату, и от них мы находим второй центр. Мы складываем все фиолетовые точки и получаем центр номер 2. 3 плюс 9 плюс 17 плюс 11 получается 40. 40 это больше, чем 22, соответственно 4 плюс 0 это 4. И второй наш центр это 4. Это как бы родовой центр. Мы нашли все верхушки и центры, и, соответственно, теперь нам нужно найти все внутренние точки. Делается это очень просто, и всегда между крайними точками находится значение какой-то средней точки путем складывания. Энергии по линии Земли и линии неба, то есть по личному квадрату, считаются от центра номер 1. А энергии по родовым линиям считаются от второго центра, то есть точка С2. Сейчас мы с вами найдем все промежуточные точки между, скажем так, верхушками и центром.
И начнем мы с личного квадрата, то, что я отметила оранжевыми галочками. Помним опять-таки, что максимальное число, которое может здесь получиться, это 22. А находить эти точки, все точки, мы будем путем сложения. И начинаем слева направо, как обычно. Находим среднюю точку между 1 и центром 20. 1 плюс 20 получается 21. Следующая средняя точка между месяцем и, опять-таки, центром С1. 2 плюс 20 равно 22. Так и записываем 22. Следующая точка – это год плюс С1. Получается 7 плюс 20 – это 27. 27 больше, чем 22. 2 плюс 7 – девятка. И еще одна точка – это точка нашего хвоста и точка центра номер 1. 10 плюс 20 получается 30. 30 больше, чем 22, получается тройка. Вот здесь начинается небольшая разница. Мы считаем то же самое, но по родовому квадрату. Опять-таки находим средние точки по родовым линиям. И считать их мы будем от второго центра. Обратите внимание на цвет точек. Если у нас верхушки оранжевые, мы считаем от центра номер 1. Если верхушки у нас фиолетовые, мы их считаем от центра номер 2. Итак, нам нужно посчитать родовые линии, соответственно, считаем мы от точки С2. 3 плюс 4 получается 7, записываем семерку. Следующая верхушка 9 плюс 4 получается 13. 17 плюс 4 получается 21. И 11 плюс 4 будет 15. Теперь уходим как бы в глубину и считаем еще более промежуточные точки. Считать мы их будем точно так же от рядом стоящих двух точек. И начнем снова с личного квадрата. Сейчас мы находим значение между 1 и 21, и получается 22. Следующая точка наверху – это 2 и 22. 2 плюс 22 будет 24. 24 – это шестерка, и записываем сюда шестерку. Следующая точка – это год, семерка, плюс 9. И у нас получается 16. Записываем 16. И последняя точка здесь – это 10 плюс 3. Получается 13. Теперь точно по такому же принципу мы считаем числа по квадрату рода. 3 плюс 7, крайние точки от той точки, которую мы ищем, 3 плюс 7 получается 10. Следующее, где R2, 9 плюс 13 получается 22. R3, 17 плюс 21 получается 38. 38 это 11. И последнее, 11 плюс 15 получается 26, и это восьмерка. И у нас осталось всего несколько неизвестных точек. Для того, чтобы найти две неизвестные точки в верхней части октограммы, мы с вами опять же смотрим на линии. Линии по этим точкам касаются личного квадрата, то есть это такой прямой крест. Соответственно, мы по личному квадрату, а значит от центра номер 1, считаем крайние точки. 21 плюс 20 получается 41. 41 это пятерка. И сверху 22 плюс 20 получается 42, и это шестерка. И у нас осталась только линия благополучия. Для того, чтобы ее найти, нам нужно с вами сложить крайние точки в кармических хвостах, внутренние точки. 3 плюс 9. И у нас получается средняя точка между ними, она равна 12. Складываем две соседние точки. 3 плюс уже найденная двенашка, и получается 15. И следующее это 9 плюс опять же та же двенашка, получается 21. Таким образом мы с вами нашли абсолютно все энергии в октограмме матрицы по так называемому шаблону Натальи Ладини, когда у нас есть два центра. И есть также другой популярный шаблон. На самом деле считается он абсолютно точно так же, но центр там один. И при подсчете энергии от одного центра, от одной циферки, у нас получится с предыдущим шаблоном разница только вот в тех точках, которые вы видите выделенными на своих экранах.
Это как бы внутренние точки по родовому квадрату. Но считается этот шаблон абсолютно точно так же, как мы посчитали его по шаблону Натальи Ладини. То есть мы всегда складываем соседние точки, чтобы найти какое-то промежуточное значение. И давайте визуально посмотрим сразу на эти два шаблона. Обратите внимание на зоны, которые выделены на второй картинке. То есть именно в этих зонах между этими двумя шаблонами у нас получается вот такая разница в числах. И вот перед вами два шаблона октограммы матрицы, посчитанные по одной и той же дате. И опять же повторюсь, что разница только во внутренних точках по родовому квадрату. Вы спросите, какой же шаблон из этих правильный? Мне кажется, что нет правильных или неправильных шаблонов, и нужно здесь ориентироваться на себя, на свои ощущения, потому что лучше, чем вы сами, чем ваша душа, вас никто не знает. И любые средства самопознания, несмотря на то, что матрица – это очень классный инструмент, довольно точный, все инструменты самопознания – это лишь попытка, скажем так, раскусить, какие мы есть на самом деле, кто мы и какая там у нас судьба. Именно поэтому я рекомендую каждому из вас посчитать свою октограмму по нескольким шаблонам, по разным версиям. И далее, изучая, вникая в эту тему, тестировать, что на вас больше похоже, какие больше сходятся энергии в вас лично, на что больше в вашей душе идет отклик. Я использую систему подсчетов, в которой все считается от одного центра. Более того, я немного видоизменила матрицу судьбы, а больше именно карту здоровья, ориентируясь на чакры, но в связи с этим чуть-чуть поменялась и октограмма, то есть ее внешний вид. Мой шаблон октограммы выглядит вот так, как сбалансированная октограмма без, образно говоря, лишних точек. В данном случае я не выделяю линию благополучия и не выделяю те точки, которые ранее были анахатой. Если вы присмотритесь, то здесь по чакрам у каждой точки есть обозначение чакрам. Мы ничего не пропускаем и не дорисовываем. Вы зададите резонный вопрос, а как же так, как мы будем считать линию благополучия, там, тему отношений, тему финансов. На самом деле все энергии, которые были заложены здесь, в линии благополучия, они отражаются в карте здоровья, если считать ее так, как это делаю я, когда не по 3 энергии у нас на каждой чакре, а уже раскрывается по 5 энергий. И в таком случае все у нас отражено именно в карте здоровья. Для меня основа – это карта здоровья, а кружочек, октограмму я больше воспринимаю как такую форму для калькуляции. Обо всех этих изменениях я написала подробную статью на Дзен. Посмотрите, может быть, уже вышло по этому поводу видео на моем YouTube и Дзен канале, а также вы можете протестировать себя в моем калькуляторе на сайте. Ссылочку я оставлю в описании к этому видео. Таким образом, друзья, мы с вами познакомились с двумя вариантами подсчетов октограммы. Рекомендую вам посчитать себя по разным шаблонам, а далее уже примерять это на себя. Оставьте себе выбор, ориентируясь на несколько вариантов подсчетов октограммы. А в следующем уроке мы с вами разберемся с периодами и энергией года в октограмме матрицы.